Привет, друзья! Джо Льюис родился 7 марта 1944 года в Америке. В подростковом возрасте увлекался борьбой и бодибилдингом. В 1962 году вступил в морской корпус американской армии. В 1964 году его часть перебросили на Окинаву, и там Джо начал заниматься карате. Он занимался у нескольких мастеров, но безусловно наибольшее влияние оказал на него Эйдзи Симабуку. Он является братом создателя стиля Исинрю Тацуо Симабуку. Через 7 месяцев после начала занятий Джо получил черный пояс. Спустя 2 года принял участие в национальном чемпионате Америки. Джо не знал правила спортивного карате. Его тактика ведения поединка напоминала реальную уличную схватку со ставкой на один удар. Он выиграл у всех титулованных бойцов, принимавших участие в турнире. Никто из них не мог противостоять его коронной технике – это боковому удару ногой. Этот удар стал для Джо своеобразной визитной карточкой на протяжении всей дальнейшей карьеры. За 5 с небольшим лет выступлений в спортивном карате он победил в более 30 крупнейших турнирах того времени. Джо стал единственным спортсменом, которому удалось повторить достижения великого бойца Майкла Стоуна. Джо выиграл 3 главных чемпионата в течение 1 года и стал бесспорным лидером в тяжелой весовой категории. Но находясь на пике славы, Джо перестал получать удовлетворение от побед, достигнутых за счет потрясающей техники ног. Он стал серьезно заниматься боксом под руководством известного тяжеловеса Джоя Ордела. Примерно в тот же период Джо познакомился с Брюсом Ли. Под его началом он принялся изучать систему джит-кундо и достиг на этом поприще немалых успехов. Считается, что именно Брюс подтолкнул Льюиса к идее создания полноконтактного карате. 17 января 1970 года состоялся первый бой по правилам полноконтактного карате. Уже во 2-м раунде Льюис нокаутировал Грега Бэйнса, став первым чемпионом нового вида спорта. Сам Джо назвал свое детище фулл-контакт карате, но мало разбиравшийся в тонкостях ведущий чемпионата представил его как американский кикбоксинг. Термин фулл-контакт был забыт на несколько лет, а Льюис превратился в чемпиона по кикбоксингу. Он более 10 раз защищал свой титул. Джо заканчивал свои бои либо в 1-м, либо во 2-м раунде. Тем не менее, интерес публики постепенно пошел на убыль. Организация поединков стала убыточным мероприятием, обеспечивать которое в одиночку Льюис был не в состоянии. После окончательного завершения спортивной карьеры Джо попробовал свои силы в кино. Он снялся в нескольких фильмах. Среди его работ была картина «Сила пятерых». Этот фильм по сей день является одним из самых кассовых в истории боевого кинематографа. Льюису пророчили славу знаменитого киноактера. Однако Джо поразил всех, отказавшись от блестящих перспектив во имя своих принципов. Он не потерпел откровенно театральных боевых сцен. Льюис стал владельцем фирмы по выпуску экипировки и учебных кассет для занимающихся боевыми искусствами. Популярностью пользуются его пособия и книги по теории и практике поединка, а многие известные бойцы считают его гением в этой области. В июле 2011 года у Льюиса была диагностирована злокачественная опухоль головного мозга. Он умер в конце лета 2012 года. Несмотря на это печальное событие, Льюис успел оставить после себя собственную систему преподавания боевых искусств, которая фокусируется на полноконтактных боях. Он считается отцом кикбоксинга в западном мире, и его также называют великим мастером полноконтактного карате. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.